Всем доброго времени суток, с вами Асакур, и сегодня в мобильных хрониках хаоса мы расставим все точки над вопросом, стоит ли качать Айзека. Для наглядности проанализируем механику умений Айзека как в браузерной, так и в мобильной версиях игры, а также рассмотрим бои с инженерами. Подписывайтесь на канал, и мы начинаем. Начнем с того, что Айзека в мобильной версии ждали уже давно, еще перед Тристаном. Это связано с тем, что, услышав от других или глядя на него лично в браузерной версии Хроник, игроки предвкушали его введение в нашу версию, потому что он достойно зарекомендовал себя в качестве универсального героя против магов. И так как в тот момент в мобильной версии еще не было ярко выраженных антимагов, как Айзек, люди надеялись, что этот герой будет таким же или хотя бы похожим, как в браузерной. С завышенными ожиданиями все готовились к его вводу в мобильную версию, но он оказался совершенно не таким, каким его представляли. Что же с ним не так? Давайте разбираться. Начнем с браузерного Айзека. Что делает его одним из лучших героев против магов там? Синергия всех четырех его умений. Различия начинаются с того, что в браузерной версии Айзек имеет заряд. Это что-то вроде ярости, как у Астрид, а у нас энергию. С каждой атакой он накапливает 10% заряда, а благодаря второму умению поглощает часть входящего магического урона, полученного им самим и его союзниками, а затем преобразует его в свой заряд. Этот конденсатор – одно из самых интереснейших умений в игре из-за того, что оно не применяется время от времени, а является пассивным. Помимо блокировки части магического урона, Айзек получает за это еще больше заряда, а это в свою очередь позволяет ему чаще ультовать. Его первое умение работает также в совокупности с третьим и четвертым умениями. При активации овердрайва на всех противников накладывается молчание на 4 секунды. При второй и следующих активациях его ульты дополнительно запускаются дроны, которые увеличивают физическую атаку, и инженеры получают двойное усиление. В браузерной версии инженеров всего 3 – Джинджер, Фокс и сам Айзек. В квадратных скобках желтым цветом указаны значения на максимальной прокачке Айзека специально с потолком от мобильной версии, данные характеристики указаны справа. А при третьей и следующих активациях овердрайва дополнительно начинает наноситься немалый физический урон всем вражеским героям сразу. Все умения Айзека идеально накладываются на его первый артефакт с эффектом пробива брони, и только одно умение предназначено для инженеров, но в практике он используется повсеместно, а не только с ними. Выглядит это действительно внушительно. Теперь давайте посмотрим на Айзека в мобильной версии. У нас он совершенно другой. Первое умение выпускает вперед электрический заряд, который наносит физический урон. Овердрайв усиливается четвертым умением, благодаря которому при применении ульты он начинает отталкивать соперников и временно снижать им броню. Любопытен факт, что формула снижения брони зависит не от физической атаки Айзека, а от магической, даже несмотря на то, что его главная характеристика ловкость. Из-за этого нюанса показатель снижения брони просто смешной, всего 2556 единиц на максимальной прокачке. Второе умение повышает физическую атаку Айзеку и союзникам позади. Инженерам дополнительно повышается пробив брони. Инженеры в мобильной версии это Арахна, сам Айзек, Сорвиголова, Джинджер, Астрид и Фокс. Весомая прибавка, которая придется как раз кстати именно Сорвиголове, Джинджер и Фокс. Бонус к физической атаке у этого умения в 2 с лишним раза сильнее, чем в третьем умении Айзека браузерной версии, но если в команде с ним инженеры, то бонус умножается на 2, и разница становится минимальной, если не учитывать дополнительный пробив брони. Третье умение Айзека в мобильной версии накладывает щит на него и на союзников впереди. Айзек по расположению становится позади Йоргена и перед Орионом, что позволяет ему покрыть щитами 35 героев. Инженеры получают исцеление, пока у них активен щит, но объем лечения и прочность щита в виде 54 единиц на максимальной прокачке вызывают сомнения, так как щит снимается одной или максимум 2 тычками от любого дэмэдж-дилера. Справедливости ради стоит отметить быстрое применение умения в самом начале боя, а также тот нюанс, что каждому герою выдается свой собственный щит, а не общий, как у Астарота. Но в совокупности всех его способностей мы замечаем тенденцию, что Айзек в мобильной версии тесно привязан к инженерам и полностью раскрывает свой потенциал именно с ними. Этот фактор не позволяет ему быть универсальным героем для других пачек.
пачек. В то время как Айзек в браузерной версии имеет ярко выраженную антимагическую направленность, у нас же от антимагической направленности только первый артефакт с эффектом защиты от магии. Возникает логичный вопрос, стоит ли качать Айзека в мобильной версии? Скорее нет, тем более если у вас и так мало прокачанных героев, так как под него нужны соответствующие герои-инженеры. Но если у вас как минимум прокачанные Джинджер и Фокс, тогда можно объединить их в связку и добрать в пачку, например, Аврору или Астарота в качестве универсального танка и Дариана, так как под его ауру будут одновременно попадать как Фокс, так и Джинджер. Специально выкачивать Арахну как дополнительного инженера, а уж тем более в качестве танка к ним, я бы точно не стал рекомендовать, если конечно же у вас она не прокачана с самого начала игры. Астрид также слишком ситуативный герой для прокачки, даже несмотря на ее новую особенность, а Сорвиголова и так хорошо чувствовала себя с любым пробивником, особенно с Эльмиром, потому что она совершает дополнительные атаки даже стычек клонов, находящихся позади нее, поэтому их связки лучше использовать в отдельной пачке. В связке же с Айзеком именно Джинджер и Фокс показывают себя лучше остальных инженеров, так как отталкивание с крупного калибра Фокс совместно с овердрайвом и новой контузией от Джинджер заставляют врагов как можно дольше возвращаться на исходные позиции в поле боя. Кстати, сама Джинджер после обновления заиграла новыми красками благодаря переработанным умениям. Теперь она объединяет инженеров и благодаря пристрелке, которая дает им бонус к физической атаке. Также у Фокс и Джинджер имеются первые артефакты на пробив брони и физическую атаку, которые хорошо сочетаются со всеми умениями Айзека для инженеров. Все это создает мощную ударную силу, с помощью которой можно бороться против устоявшихся актуальных пачек в нашей игре. Конечно, против Карха такой состав рискован, а вот уже против Крита Киры показывает себя достойно, полностью ломая строй врага даже с Андвари. К тому же, данная пачка способна сопротивляться даже против некоторых антифизических пачек, но сражаться против оленей будет тяжело, как и всегда. Еще один опасный враг для инженеров — это Ясмин, которая, накопив энергию, запросто преодолеет любую дистанцию и начнет вырезать их по одному. В итоге можно сказать, что Айзек в мобильной версии является больше дополнением к героям его особенности, но никак не самостоятельным персонажем. Придут ли инженеры на замену традиционным критофизическим пачкам? Частично да, но глобально ничего не изменится, так как мало кто решится с нуля поднимать как минимум 3 героев, когда есть проверенные временем физические пачки на базе Джета Себастьяна, которые мало чем уступают инженерам. Всем спасибо за просмотр.